Сейчас, секунду. Это называется «От вредителя». Ольга Бессонова, а что вы здесь потеряли? Мне кажется, у вас есть свои любимые магуи. Вы там часто бываете. Может, вам там комфортнее? Как вы считаете? Итак, начнем. Значит, да, Илона, они думают, что я не вижу никого и не знаю. Нет, я всех знаю. Я сегодня буквально 20 человек опять отправила в черный список. Потому что люди, которые сидят у меня и слушают меня, и поддакивают, опять идут на эти онлайн какие-то расклады сидят, они больше сюда не придут. Потому что человек должен или здесь быть, или там быть. Я не могу понять людей, которые верят и мне, и им. Но это нереально. Кто верит всем богам, тот никому не верит. Знаете такое выражение? Вот это то же самое. Мне это не надо, дорогие люди. Идите там, где сидели. Ну как возможно прийти ко мне, у меня услышать правду, что должно быть и как должно быть, потом пойти с этими иконами святых крестителей чистки проводить, потом снова прийти ко мне? Это возможно? Нет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что человек просто ни во что не верит и недоверенный. Дорогие люди, если вы хотите, чтобы какая-то сила вас защитила, неважно какая, христианская, не знаю какая, делайте фигуру спокойно, любая получится. Это не сложно. Вот смотрите, одна свеча вот так, другая вот так, крестообразно повернули ножки, эти две ручки, третья наверху голова. Теперь послушайте меня. Каждая сила имеет свои правила игры. Если вы хотите, чтобы вас защитило христианство, значит, вы должны полностью быть преданы этой религии. Хотя она не защищает никого, но в рабство она вас возьмет сразу же. Если вы хотите, чтобы вас защитил ислам, вы должны полностью быть преданы этой религии. Здравствуй, Ольга. Если вы хотите, чтобы вас защитила магия или сила магии или древние боги, значит, вы должны быть преданы этим силам. Но если вы хотите и иконой почиститься, и у фортуны просить, и, значит, пойти и к Аллаху, и пойти к Христу, извините, но это ни одна из них вас не защитит, и ни одна не возьмет под крыло. Вот о чем я вам говорю. А я просто, я же приучена, я же часто это делаю, поэтому для меня быстренько так смастерить. А так вообще, если я хочу, делаю более красивый. У меня специальный воск есть, из него леплю прям человечка. Вот. Ласковый теленок может двух маток и сосет, но на ласкового осла вдвоем садятся. Понимаете? Такое тоже существует. Ну, здесь с теленком дело в том, что не проходит. Вот в чем дело. Все. Подготовили воск, моток черной ткани и, значит, вольт. Человекообразное создание. Если у вас, вы 100% знаете, кто вам вредит, можете написать его имя. Вот так вот нацарапать просто здесь. Там Вася, Ваня, Петя, не знаю. Если у вас общие враги или невидимые, вы не знаете, кто вам вредит, но у вас в жизни все-таки нехорошо идут дела, значит, вот так вот просто делайте от всех вредителей. Да-да-да. Дорогие друзья, я хочу вам сказать одну вещь. Знайте, ваш враг может впасть в очень страшную депрессию, и если он слабый человек, он может даже на себя руки наложить. Вы готовы к этому? Это сильная работа. Если вы готовы к этому, знайте, потому что потом вам этот вольт придется черной тканью вот так обмотать, вывести и повесить на первое попавшееся дерево, как висельника. Не дома, на дерево повесить, дорогие люди. Да. Поэтому учтите, это может привести не обязательно к смерти, это может привести к очень
сильные денежные потери, может привести к аварии, может привести к очень страшным вещам. Неважно даже, знаете вы этого человека или нет, потому что этот ритуал я дала женщине одной, у которой постоянно, значит, у нее был магазин, все время приходили с проверками, все время приходили там еще что-то проверяли, кто-то даже там накапал еще пострашнее вещи, пришли, проверили с обыском дома и так далее. И, значит, она, когда я ей дала, я ей сказала, я говорю, будьте готовы. И вы знаете, ее подруга, ее близкая подруга, собственно говоря, значит, попала в очень жуткую аварию. У нее обожгло все лицо. Ей удалили ухо, потому что она просто, не то что удалили, она улетела, хрящик. И ей просто полностью ампутировали эту часть, закрыли. Что у нее там с ногами, в общем, жутко пострадала, превратилась в инвалида. Так что это я вас предупредила. Если вы не готовы к этому, значит, не пробуйте. Потому что это сильная работа, очень сильная. Начали. Да, она умеет дружить. Она влюбилась просто в ее мужа, а он ее послал. Он сказал, я со своей женой много лет, но это он потом признался. Он сказал, я со своей женой уже 25 лет, и она мой настоящий друг, поэтому даже речи быть не может. И вот она решила вот таким образом гадко, мерзко, низко мстить. И этих людей просто достали 2 года с этими проверками, со всеми этими. Да, оказывается, не все мужья твари, которые бегут по первому же зову. Да. Я помню, когда у меня брат как-то сидел в кафе, и вот несколько человек, мы сидели вот так вечно, кружится, вертится одна баба. Значит, подходит молодой человек. Вы не хотели бы выйти со мной покурить, поговорить? И он говорит, нет, девушка, я не хочу. Вот она начала опять кружиться, опять туда-сюда. В конце концов говорит, молодой человек, вы что, женщин боитесь? Так ехидно. Он говорит, нет, милая, я трипера боюсь. Вот так. Начнем. Ой, дорогие люди. Так что уважаю тех мужчин, которые не бегут, как шалавы, как только их пальцами поманили. Понимаете? Это омерзительно, да? Это такое ощущение, как будто так легко любого мужика взять в оборот. А где ваша сила воли? Она же должна быть. Вот. Есть, и хорошо, что есть. Значит, не все потеряно в жизни. Все, начали, товарищи. Значит, нет, кличка не нужна, или имя нужна, или ничего не нужно. Представьте его перед собой. Да, вот так. Такая кракозабря. Булавка. Или, значит, иголка. Можете цыганскую иглу взять, большую, это толстая игла. Как бы там ни было, сейчас изловчусь, потому как я вот это вот сюда поставлю. Угу. Господи, откуда эти спички не зажигаются, мадам? Значит, они сырые. Что за ужас? Я не могу понять. Ой. Взяли. Сначала начинаем протыкать там, где сердце. Да, мне кажется, в такой ситуации многие мужчины побывали, особенно статные, красивые, они все побывали, Роман. Но не каждый достойно вышел из положения. Некоторые побежали в кусты, как девки. Так, вот так.
Один раз протыкаем сюда. Да, можно представить всех, можно никого не представить, и они сами выйдут. Эта сила сама их найдет и накажет. Можете не переживать. Дальше. Да, сижу высоко, гляжу далеко. Много видео. Следующее, голову. Вы меня послушайте внимательно и делайте. Голову. Снова сердце. Вот так положите. Берите иглу, протыкайте ему сердце. Оставьте вот так. Теперь смотрите. В традиции грузин отпевают человека, 2 свечи ставят по 2 сторонам, 3 вот здесь. В любую сторону, это не важно. 3 должна быть в стороне. А 4 пусто. То есть смерть, то есть до жизни человека, ну, не существовал, то есть он был умерший, он был душой, да, смерть, жизнь, смерть и вечная дорога. У осетин тоже есть такая традиция: 2 пирога или 3 пирога. 2 пирога означает жизнь, смерть. 3 пирога, смерть, жизнь, жизнь, смерть, жизнь, извиняюсь. То есть 3 пирога делаются в хорошее время. Это не именно вот 3 штуки делают на всех. Нет, по 3 ставят просто. 3 пирога называется. 3 пирога. Ну, а что делать на русский язык? Если так хорошо задуматься, да, вот так звучит. Нехорошо. Извращенная ты, Яна. Вас, матушка, не туда понесло. Итак, вот таким образом ставите свечи, как отпевая его, а это сюда. Все, дорогие друзья, концентрируйтесь. Соберите сейчас всю свою силу, ненависть. Представьте, что вы просто наказываете тех людей, которые вам причиняли боль. И начинаем. Просто читать, глядя на эту красоту. Винц мовнепс. Винц шавдзалс чемтан мигзавнепс. Ис თავის სიბნეში დაცვას დაიხჩოს. საფლავში დაცვეს. აღარ ადგეს. Еще раз. Винц მავნებს. Ვინც შავ ძალას. Тихо. ჩემთან მიგზავნებს. ის თავის სიბნეში დაცვას დაეხჩოს. საფლავში დაიცვეს. Дацвес. Ой, дайцвес. Господи, плохо стало мне. У меня в глазах прям затемнело. Сейчас, секунду. Фух, сильная вещь, потому что. Поэтому начала сбиваться. Агар адгес. Еще раз. Винц. Мавнепс. Винц. შავძალას ჩემთან მიგზავნებს. ის თავის სიბნეში დაცვას დაიხჩოს. საფლავში დაიცვეს.
Агар адгес. Секунду, голова закружилась. Теперь прочитали. Можете потом после эфира отдельно прочитать на эту фигуру 3 раза еще раз. Можете нет. Ставим 3 свечи опять сюда. Берем. Вытаскиваем. Прокалите голову вот так. Да, так и будет, Яна. Голову прокалите вот так. Берите черную нить. Начинайте обматывать вокруг головы, шеи. Ну, в общем, предположительно, шея. Мотайте. И говорите со мной. О шавдевебо. Чемим тери. Квенвадзлеб сачукрат. Тихо. Гули миси шечамет. Си цоцхле далиет. Сули монат аирет. Саплавши дамархет. Ихос эгре. Рогорц меминда. Дальше. Не слышно, не видно, иди уши мой и глаза протри, и будет слышно и видно. Онгарали. Еще раз. Осторожно, чтобы это не вышло. Не хочет. Однако, на виселицу сопротивляется. Мотаем. О шевдевебо. Шавдевебо. Чемим тери. Тквен вадзлеб. Сачукрат. Гули миси шечамет. Си цоцхле далиет. Сули монат аирет. Саплавши дамархет. Ихос эгре. Рогорц меминда. Помотали? Прекрасно. Теперь определенную нить вот так вот отрежьте. Все. Петлю сделайте таким образом, чтобы оно потом висело и нормально висело. Вот так. Таким образом. Никакой звук нигде не пропадал. Что за глупости вы несете сейчас? Если у вас не работает интернет, если у вас с интернетом проблемы, не нужно сюда это выкладывать.
Звук пропал, не видно. Это у вас не видно. Это у вас и с интернетом проблемы. Вы за 1 000 000 километров от Москвы. Что такое, а? Если где-то звук пропадает, это у вас с интернетом. Понимаете или нет? Не надо в этом обвинять людей. Леонардо да Винчи, иди рисуй Мону Лизу. Нечего тут шастать. Можно узел завязать? Можно. Картину такую великую оставил, пришел сюда. Иди, иди, рисуй до конца. Так. Вот так вот держите. Как бы вам не было смешно, но его нужно держать вот таким образом, как виселика. Висельника, господи. Вы прям отвлекли вот все. Вот так держите эту красоту. Чуть не сказала. И теперь читайте за мной. Взяли? Давайте. О шавдевебо. Да. Чемим тери. Тквен вадзлеб. Кто-то его прям толкает, честное слово. Вот, подождите, вот, смотрите. Вот прям кто-то толкает. Вот у вас тоже он начнет шевелиться очень жутко. Именно тот, кому мы отдаем его в откуп. В этих словах сказано, что вы отдаете его душу, сердце и жизнь, откуп дивам. И вот такое чувство, что они приходят его забирать. Он очень сильно будет у вас туда-сюда шататься. Не бойтесь. Конечно, сильная работа. И еще бы. Я слабые вещи когда-нибудь вам давала? Начали. Хотите справиться со своими врагами? Значит, будем справляться. Или они справятся с вами. Ошав девебо. Чемим тери. Тквен вадзлеп сачукрат. Гули миси шечамет. Сицоцхле далиет. Сули монат აიღეთ. საფლავში დამარხეთ. Игос эгре როგორც მე მინდა. Причем рука у меня абсолютно неподвижного. Еще и очень сильно болит, потому что как будто тяжесть навалилась. И последний раз читаем с вами. О шавდევებო. ჩემი მტერი თქვენ ვაძლებ საჩუქრად. გული მისი შეჭამეთ. სიცოცხლე დალიეთ. სული მონათ აიღეთ. საფლავში დამარხეთ. იღოს ეგრე როგორც მე მინდა. А теперь скажу для самых отчаянных. Если вы этот вольт отнесете и повесите на кладбище, на кладбищенское дерево, то у вашего врага начнется смертельная болезнь. Я все сказала. Но там, где вы это оставите, оставляйте красное вино, открывайте это вино, выливайте под дерево, оставляйте и уходите. Абсолютно неважно, какое кладбище и кто вы по вере. Мусульмане вы, христиане вы, кто, хоть язычники. Абсолютно
не имеет никакого значения, кто вы по вере. Любое кладбище, которое найдете, заходите туда, ничего не говоря. Вы не практики, чтобы вам там что-то говорить или приветствовать, или что-то там делать. Просто заходите на кладбище. Любое дерево кладбищенское вешаете. Конечно, живой. Туда внутри его фантом вселяется, который будет наказан. Поэтому он и шевелится. Значит, вешаете на дерево, все уже сказано, ничего говорить не надо. Открывайте вино, выливайте под это дерево, остальное ставите рядом, отворачиваетесь и уходите. Если вы хотите, чтобы это было просто очень мучительно. Если вы сделаете на обычное дерево, повесите его, без разницы на какое, у него будут неприятности, увольнение с работы, денежные и так далее. Но кладбище, если вы туда пойдете, это 100% болезнь, которая сведет его в могилу хоть сегодня, хоть через 2 дня, хоть когда. С булавкой. Вот так вот, таким образом. Заверните какую-нибудь материю и отнесите. У всех будет раскачиваться как живой, и у всех будет ощущение живого чего-то, потому что вы отрываете от ваших врагов, от тех, кто вам вредит, определенную часть фантома и вселяете сюда. Ну а как еще справиться с врагами, Роман, если не сурово? Если не сурово, они нас сожрут сами. Теперь это надо делать на следующий день. Нет, монеты не нужно. На следующий день. Или на обычное дерево. Я сказала, какие будут последствия. Я вам еще раз говорю. На обычное дерево это будет увольнение, денежные проблемы, там ограбление, что угодно. Если на кладбищенское дерево, это итог смертельный. Не сегодня, не завтра, через год-два 100%. Но до этого времени будут мучения, болезни, жуткие вещи и так далее. То есть вы его просто приговорите. Почему этот ритуал справедливый? Потому что вы не делаете порчу людям. Вы поймите, это не порча. Когда дураки некоторые говорят, а вот за это будет то, это. Ничего быть не может. Если человек тебе вредит, а ты обращаешься к силе судьбы и просишь помощи у силы судьбы, проткнули палец, ничего страшного, откупились кровью за то, что будет. Может умереть, большая вероятность. И вы же не делаете людям специально что-либо. Вы просто отдаете тому, кто вам вредит и кто делает зло вам, вашей семье. Понимаете? И кто бы это ни был, хоть твоя сестра, хоть твоя свекровь, хоть твоя соседка, у нее будет не очень хорошая вещь. То есть это справедливость. Кто вредит, тот пусть получает. Вот и все. Это не порча, это возмездие. Вы не имеете права на месть, на справедливую месть. Давайте моего висельника я куда-нибудь отнесу. Ничего страшного, дорогие друзья. Обожгли или что там случилось, это не страшно. Нет, не обязательно новое, можно и из дома взять вино. Немного вылейте под дерево, остальное ставьте рядом и уходите, не поворачиваясь. Даже если вдруг кто-нибудь вас позовет по имени. Потому что там никого нету.